Всем привет! Сегодня у нас интересный расклад, да? Какая у тебя жизнь будет через 5 лет. Будет интересно, надеюсь. Надеюсь, что у вас там всяких десяток мечей не выпадет. И прежде чем начать, приглашаю всех в проживание арканов. Не бойтесь, что что-то не получится. Люди, попробовавшие один раз, сейчас очень много людей, которые пришли и на второй круг, и на третий круг, потому что, как сказать, это очень ресурсно. Много всего познаешь, меняешься, смотришь на мир по-другому, и это очень круто. Когда ты вникаешь. Когда не вникаешь, только первый раз пришел, кажется, как будто трудно. Но я помогаю, и также есть там бот, который помогает, если вы в лекции чего-то не услышали. Итак, давайте начнем расклад. Так, первый вариант. Если что, диски — это пентакли. Давайте кратко, да, чтобы вас четверка мечей не пугала. Это карта отдыха, так скажем, да? Усталость. Поэтому не бойтесь, чего там мужики несут. Вот. И первый у нас вопрос, да, какая искра внутри тебя уже сегодня готовит почву для грандиозных перемен в будущем. А сейчас ты устала от вот этой бесконечной суеты и бега по кругу. Заботы домашние, бытовуха, работа, чужие просьбы, и это все сейчас наваливается на тебя. Но одновременно у тебя есть, знаешь, вот какой-то упорный голос, который тебе постоянно говорит, что там хватит жить для других, пора заняться собой. И, возможно, ты этот голос внутри не слышишь, но я тебе это из расклада в расклад это говорю. И знаешь, это ж не про эгоизм, нет. Это про здоровый период перезагрузки. Ты вот давно носишься с этой мечтой, да, отдохнуть по-настоящему. Не на один день, не на час, не на 2 дня урывками, да, всякими, а вот взять паузу, да, чтобы осмыслить все происходящее вокруг и дать себе полное право на тишину. И, конечно же, на восстановление энергии своей. В результате вот именно это желание позаботиться о себе, да, и мысли по полочкам разложить, это будет первой искрой больших перемен. Когда ты наконец-то решишься на вот этот мягкий стоп, я бы сказал. И тогда ты увидишь, что там сотни миллионов планов, которые были у тебя там в тени, да, они в уме выстрелят прям. И именно вот в эти моменты покоя, без всякой суеты, без чужих голосов, ты вот найдешь свое что-то очень важное. Потому что, знаешь, без вот этой передышки ты включаешься, как сказать, вот в эту автопилотную, нет, как сказать, психологическую инерцию. Да, как на автопилоте живешь. У тебя каждый день похож на вчерашний. Иногда там выходной выстреливает, как говорится, и то. У тебя каждый выходной как предыдущий. И все одно и то же. И вот долгожданная вот эта передышка, это и будет вот питательная среда, из которой вырастет твоя способность к колоссальному рывку вперед. Что окажется самым неожиданным открытием в твоей жизни, да, через 5 лет? Знаешь, ты поймешь, что вот ты умеешь чувствовать, да, понимать людей гораздо глубже, чем вот все считали. Твоя душа, которая еще, вот, как говорится, недавно скрывалась за границами вот этой рациональности, она вдруг раскроется вот
в большой эмпатии к жизни, да, и вот естественном желании помогать, понимаешь? То есть не по принуждению, а естественно. Вплоть до того, что тебя будет вот притягивать там друзей успокаивать, возможно, психологию изучишь. И вообще вот любая деятельность, где нужно вот включать сердце, да, а не сухие какие-то факты. И самое интересное, что это не будет вот из тебя силы высасывать, а наоборот, это будет тебя подпитывать, помогание другим людям. Ты осознаешь, что ты можешь давать другим там свою доброту, сочувствие, и при этом ты не будешь терять личных границ. А сейчас они у тебя размыты, потому что на тебе катаются. И это будет новый навык у тебя. Не просто какой-то эпизод, да, а вот через 5 лет будет у тебя вот это умение соединять разум и теплоту души. Вот и ты станешь в этом настоящим специалистом, понимаешь? А люди тебя начнут ценить вдвойне сильнее. Понимаешь? И неожиданное открытие оно в том, что твоя вот эта скрытая душевность, да, она перерастет, вот я не знаю, как сказать, она перерастет не в нечто большее, да, а вот в новую профессию для тебя. То есть ты будешь теплым маяком для других. Какие люди или события подтолкнут тебя к новому этапу? Ну, период тебя ждет такой вот, знаешь, живой и захватывающий, когда рядом появятся активные новые друзья, знакомые, вместе вот с которыми тебе захочется строить вот грандиозные планы. Вы соберетесь, как говорится, все вместе, да, чтобы запустить какое-то начинание, да, проект. Будь там бизнес, какое-то творчество, ну что-то вместе. И ключ к успеху здесь в том, что вы будете делать ставку на вот практику, а не на голую теорию, понимаешь? И вместе начнете пробовать, да, и сразу видеть результат, получилось или не получилось. И вот азарт вот этих людей и твое упорство, это будет вот как отличный тандем, понимаешь? И эти люди, скорее всего, уже маячат у тебя на горизонте, но вы пока плотно не состыковались, так скажем. Но жизнь в ближайшие года легко пересечет ваши пути, да. И, возможно, это новое место работы будет, и там ты познакомишься. Возможно, через общих друзей познакомитесь. И вот тогда заискрит вот этот новый этап, где ты поймешь, что вот тебе не хватало вот этой заряженной компании, понимаешь? И вот именно вот эта дружба, которая будет, как сказать, базироваться на реальных делах и смелых идеях, она подтолкнет тебя к качественному скачку вперед. Какое препятствие может затормозить твой рост, если не уделить ему внимания? Ну, знаешь, по этой карте опасность в том, что иногда ты боишься выходить на сцену, да, на ринг и защищать то, что ты построила. Может так случиться, что вот конкуренция или какая-то там чужая зависть заставит тебя засомневаться в самой себе. И ты будешь вот прям готова уже уйти в тень, лишь бы конфликт не обострять. Но именно это подрежет крылья твоему росту, понимаешь? Когда твое дело, там идея, вот это все начнет набирать обороты, то будет риск, что кто-то попытается это отобрать, да, перехватить, как говорится, руководство, инициативу и так далее, объясняя, что он там лучше знает. И вот тут твоя растерянность, она может сыграть злую шутку. Поэтому помни, что иногда нужно включать бойца внутри себя, да, и до конца идти, а не уступать всяким плохим людям.
как будет выглядеть твой личный мир, да, отношения, чувства, мечты и так далее в тот период. Ну, ты будешь чувствовать уверенность, да, и достаток в том, что ты делаешь. Внутри будет спокойствие, потому что, ты знаешь, ты сумеешь организовать свою жизнь так, чтобы вот отношения, здоровье, личные планы и так далее друг другу не мешали, а подкрепляли, понимаешь? И уже не будет такого хаоса, как он сейчас у тебя. Когда у тебя сейчас все в кучу, работа, дом, проблемы, в магазин надо сходить и так далее и тому подобное. У тебя сейчас все в кучу. А ты настроишь ритм так, где найдется место и работе, и отдыху, и заботе о здоровье, и там отношениям и так далее. И вот это спокойствие, оно, знаешь, оно статикой не будет, статичным. Наоборот, ты увидишь, вот как классно все выстроено, гармонично, да? Вечером там любимое хобби, утром прилив энергии. В отношениях ты почувствуешь большую безопасность и понимание друг друга. Лишь бы, помнишь, да? Стоять, научилась на своем и не сходила с намеченной цели. Какой главный урок тебе предстоит усвоить, чтобы достичь вот этого наибольшего расцвета? Ну, тут, знаешь, важно научиться признавать, что у каждого этапа жизни есть свой потолок. И когда он достигнут, то вот нужно переходить на новый уровень, понимаешь? Даже если там страшненько, не скучненько, а вот страшненько, как сказать, боязно и так далее и тому подобное, стеснительно. Вспомнил слово, забыл слово. То есть иногда твоя лень, да, или вот страх перед переменами, они будут говорить тебе вот: давай останемся в старом болотце, да, все ведь нормально, зачем еще куда-то идти? Но рецепт расцвета в том, чтобы не бояться идти вот за внутренним призывом души, понимаешь? Когда он зовет к свежим горизонтам, а не просто завоевала море, не зная, что есть океан. Понимаешь? И, конечно же, обучение новому делу предстоит. Перестройку привычных твоих рамок. Возможно, это переезд, да? Ну, то есть кардинальная смена всей атмосферы вокруг тебя, даже круга общения. И ты должна усвоить, что оставаться на месте, когда вот все говорит про необходимость скачка, да, это значит терять время и возможности. Поэтому на месте не стой. Люди тебя будут останавливать, опасаясь, что ты станешь слишком независимой, неудобной для них и так далее. Но вот этот урок — это урок про умение слушать свое сердце, а не чужие какие-то страхи, навязанные убеждения и прочее. Тогда и рассвет придешь. Ты будешь жить не по чужим убеждениям, да, а по своему вдохновению, достигая высот, о которых ты на данный момент даже не мечтаешь еще. Тут все понятно. Давайте перейдем ко второму варианту. Так, поправим. Надеюсь, все поместится. Колесница красивая. Пажесса дисков — это паж пентаклей, если что. Ну, картинка нарисована, да? Первый вопрос: какая искра внутри тебя уже сегодня вот почву готовит для грандиозных перемен в будущем? Но у тебя, знаешь, сейчас зреет вот это тихое, но упорное чувство, что все, что было раньше, да, больше тебя не устраивает. Ты понимаешь, что вот старые привычки, схемы и прочее, они себя выработали. И ты это понимаешь.
И вот эта упрямая искра — это твое желание доказать, и прежде всего самой себе, что ты способна на какое-то серьезное дело, где вот есть и дух, и приключения, и база надежная. Ты вот укоренилась в своем привычном окружении, но внутри тебя зреет вот этот сигнал, что двигаться-то пора. И именно твоя стойкость, которую ты вот обкатала через вот эти бытовые заботы, мелкие трудности, она станет фундаментом для больших твоих шагов, понимаешь? И вот когда захочешь развернуться на полную, то вот эта накопленная, упорная энергия, она неожиданно выпустит тебя вот за тесные рамки того, как говорится, существования, где ты сейчас. И сама ты удивишься, насколько ты можешь быть решительной, когда вот перед тобой захлопываются двери вот этого быта, который быта болота. Понимаешь? И, конечно же, вот это твое «я смогу», «я там осилю», оно сейчас незаметно. Понимаешь? Но оно потихонечку начинает расчищать дорогу, да, для твоих глобальных свершений, которые через 5 лет наступят. Что окажется самым неожиданным открытием в твоей жизни через 5 лет? Ну, знаешь, по этой карте это для тебя будет вот открытием это понять, что ты можешь быть быстрее, смелее, чем там все вокруг думали, понимаешь? Там, где ты обычно колебалась, да, там вдруг окажется, что там страшно, вдруг там, как сказать, проблемы и так далее. И вот в такие моменты ты поймешь, что ты способна принимать стремительные решения, да, время выигрывать, когда все вокруг в болотце своем булькают. Ты освоишь также новую сферу какой-то деятельности, где нужна скорость, реакция, готовность рисковать и так далее. И твое окружение близкое, да, в шоке они будут. Будут говорить, что «а куда подевалась там старая ты, да, ты раньше была более, как сказать, более серой мышкой, что ли, да?» Но настоящее удивление придет у тебя от самой себя. Это осознание, что ты любишь вот этот адреналин, движение, азарт. Понимаешь? И вот этот темп, он окажется для тебя более комфортным, чем сейчас, когда ты булькаешь на одном месте. Понимаешь? И от этого открытия ты научишься не бояться там проблем, да, а будешь идти вперед, несмотря ни на что. Понимаешь? Потому что ты поймешь, что твоя сила — это не оставаться вот на одном месте, да, а наращивание оборотов жизни. И через 5 лет вот это умение быстро схватить возможность, да, там шанс какой-то, это будет, как сказать, твой главный козырь, который будет тебе открывать дорогу к необычным проектам, к твоим начинаниям, хобби. И, конечно же, там, если ты работаешь на какой-то работе, это будет карьерный скачок. Благодаря только этому. Какие люди или события подтолкнут тебя к новому этапу? Ну, смотри. В ближайшие годы, да, тебе люди такие попадутся, которые умеют вдохновлять своим примером. Понимаешь? Кто-то из них там уже сложный путь прошел, да, от самых низов до верха, с нуля поднялся. И в итоге вот этот человек что-то свое вырастил. И глядя на этого человека, ты почувствуешь, что, они же люди такие же, как и я, человек, да? Если у них получилось, то и у меня получится. И ты вот это осознаешь. Сейчас ты мне головой киваешь и говоришь, да я это и так знаю, да? Нет. Одно дело знать, а другое дело осознать. Знать и ничего не делать, от этого, как говорится, ничего не поменяется.
И, конечно же, на горизонте появятся такие вот друзья-подруги новые, да, у которых вот все в руках горит. Они не боятся там новые проекты начинать, новые бизнесы открывать, там легко всякие чужие мнения, как говорится, засовывает по месту назначения. И именно вот их поддержка, да, и приглашение что-то вместе сделать, это будет толчком к переходу, как говорится, на новый этап, на новую ступеньку. Понимаешь? И, конечно, после этого события будут складываться так, что вот жизнь сама через какие-то там мелкие стычки, случайные разговоры тебя подтолкнет сказать «да» вот этим, как говорится, новым знакомым, понимаешь? И поначалу, конечно, страшно будет, но кто, как говорится, сидит на попе ровно, у того ничего в жизни-то и не меняется. Какое препятствие может затормозить твой рост, если не уделить ему внимания? Ну, обиды, да, старые, проигрыши. Ты как будто вот знаешь, через 5 лет взяла книжку, называется «История моей боли», да, и будешь перечитывать только самые худшие странички в этой истории. Понимаешь? Если там кто-то однажды критиковал там твое какое-то начинание, твою задумку, высмеивал твои идеи, то ты через годы будешь продолжать это помнить, да, и относиться к самой себе с подозрением, потому что кто-то там сказал, что ты не облажаешься, а как вот литературно сказать, ну, провалишься. И вот это чувство вины и страх перед чужой оценкой, это будет блокировать твою готовность двигаться вперед. Потому что у тебя огромная зависимость от чужого мнения. И ты пока еще не осознаешь вот в данный момент, да, что чужое мнение-то оно и есть чужое мнение. Ты мне, конечно же, скажешь: нет, я не слушаю. Да все ты слушаешь, меня не обманывай. На словах все мы не слушаем, да, но обидненько бывает. Так вот, как будет выглядеть твой личный мир в тот период, да, через 5 лет? Ну, у тебя по этой карте достаточно прочная будет эмоциональная и материальная база. Ты, возможно, не станешь, да, там, миллиардером, но у тебя будет тот уровень стабильности, где тебе будет комфортно, понимаешь? И не придется там дергаться из-за копеек по мелочам. Вместе с этим всем придет уверенность там в отношениях, потому что все драмы, все сомнения, все вот это, как сказать, говнишко из прошлого. Я устал слова подбирать, чтобы вы на меня не обиделись. То есть вот это все плохое из прошлого, они на спад пойдут. И твое окружение станет, оно меньше по численности, но качественнее. Останутся рядом те, кто действительно тебе близок душой, а не там, кто в последний момент тебя бросает, понимаешь? Все будет хорошо. Что касается мечтаний твоих, то в этот период ты уже не будешь гнаться за какими-то чужими идеалами, навязанными идеалами, идеалами соцсетей навязанными, да? Ты четче поймешь, что приносит тебе чистое удовольствие, а что фальшь, обертка и прочее. Какой главный урок тебе предстоит усвоить, да, чтобы достичь наибольшего расцвета? Но основной урок по этой карте – это, ты знаешь, ты научишься не бросаться на авантюры с головой, а будешь разум включать. Нет, не так, а вот, знаешь, включенным его держать. У тебя, конечно, появится желание сделать резкий прорыв в какой-то сфере, да, там работа, личный какой-то проект, где эмоции тебе будут кричать там немедленно, там все или ничего, 100 этих
100 пиастров или бочка рома и так далее, да, и вперед-вперед. Но чтобы все прошло успешно, важно, как сказать, балансировать свой азарт с вот этой умной осторожностью, понимаешь? Тебе придется уяснить одно. Риск — это, конечно, дело благородное, но если не продумать на пару шагов вперед, то можно, как говорится, и плакать потом долго, тщательно, и никто тебя не остановит. Понимаешь? Поэтому набраться терпения и при этом не терять энтузиазм — это вот эта хитрая формула, которую жизнь потребует от тебя освоить. Понимаешь? И вот когда ты поймешь, что успех он любит и страсть, и методичность, да, то вот тогда ты обретешь вот этот расцвет, о котором ты сейчас в данный момент мечтаешь. Понимаешь? Потому что вот этот безумный огонь внутри тебя, который говорит там, будет говорить, давай все снесем, это все должно грамотно сочетаться вот с холодным расчетом, понимаешь? И тогда любые твои идеи, они будут реальностью, а не фантазийными планами, мечтами, которые не воплотятся в жизнь, понимаешь? Тут все понятно. Давайте перейдем к третьему варианту. Иштар-звезда. Так, у нас 7 мечей перевернута, как она выпала, мы так ее и оставляем. Ничего менять не будем. Значит, так нужно было. Итак, какая искра внутри тебя уже сегодня почву готовит для грандиозных перемен в будущее? Ну, знаешь, тут по этой карте у тебя желание зреть, доказать, что ты вот способна свернуть горы, да? Даже если вокруг хаос, кто-то в твоих планах сомневается, в талантах сомневается. Это, знаешь, это как огонек, который заставляет тебя время от времени, да, отвлечься от вот этих бытовых и автопилотных дел, да, и прикинуть, а что если рискнуть? И вот любая напряженность или конфликт, ну там споры на работе, споры в семье, они подстегивают тебя понять, что ты не хочешь вариться в этом котле с чужими драмами, да, потому что ты начинаешь понимать, что тебе нужно свое дело, да, своя цель. И вот эта искра на фоне напряженности, конфликтов и так далее с другими людьми, это превратится, как сказать, в тихий упрямый настрой, как будто вот я сейчас все вытерплю, а потом сама свой путь выберу. Вот примерно так, я просто не знаю, как это одним словом сказать. И вот это все уже закладывает фундамент для твоих будущих побед. Сейчас ж... Ой... Сейчас ж... Давайте я оставлю это слово. Ихние я убрал, егоные я убрал, но сейчасшние мне нравится. И вот сейчасшние конфронтации, да, сейчасшние конфликты, напряженность, это все развернет ураган возможностей. У тебя, как говорится, вот чашечка наполняется внутри тебя, да, и она наполняется вот этой вот не агрессией, а вот как сказать одним словом, что ты просто задолбалась, и тебя просто вырвет, ну, в смысле, в хорошем слове, энергией, да, что ты скажешь «спасибо, вы мне не нужны, я на вас
все забило, да, и наперекор скучной рутине пойду вперед в свой личный ураган возможностей. Вот как это сказать одним словом, я не знаю. Я подбирал, я постоянно стараюсь слова подбирать, да, но сейчас выдал так, как в голове. То есть ты поняла, да, вот эти все конфликты, они чашечку переполняют, и это и будет твоим фундаментом. Да, чашечка наполняется негативом, но только тогда, когда вот ты, как говорится, просто вот вспыхнешь, да, вот от этого, то, что тебе все вот это бытовуха и прочее надоело. Пойду-ка я сама свое творить. Вот примерно вот так. Как одним словом сказать, я не знаю. Что окажется самым неожиданным открытием в твоей жизни через 5 лет? Ну, знаешь, ты обнаружишь, что вот усталость и апатия, которые вот сегодня кажутся тебе привычными, да, они исчезнут, когда ты найдешь звездную вот эту мотивацию. Понимаешь? Сейчас тебе кажется, что вот, и ты более того, я скажу, уверена, что у тебя энтузиазм никогда не вернется, что ты такая, какая сейчас есть, и ничего никогда не поменяется, и расклады я смотрю, чтобы просто мозг разгрузить, да? Но через 5 лет вот наступит такой момент, когда ты поймешь, что ты хочешь чего-то безумно. Вот опять не знаю, как слово подобрать. Энтузиазм проснется чрезмерный. И именно вот это станет неожиданностью, потому что все вот эти прошлые апатии, меланхолии, вот эта вся депрессия, это все улетучится. Потому что появится цель, ради которой захочется, как говорится, просыпаться по утрам. Понимаешь? Ты откроешь себе способность заново радоваться там солнышку, кофеньке, да, разговору там со знакомой, с другом, в новое место, поездку. Ты всему этому научишься радоваться. Сейчас для тебя весь мир за окном — это серая масса. Понимаешь? А вот через 5 лет как будто вот эти все потерянные краски жизни, они все вернутся. И ты поймешь, что вот где-то глубоко в душе, да, ты всегда была там романтиком, которая вот просто любит смотреть на солнышко. И вот осознание того, что ты все еще можешь радоваться миру, да, это станет твоим личным сюрпризом от Вселенной. Какие люди или события подтолкнут тебя к новому этапу? Ну, смотри, тут как комбо. И встреча с кем-то вот таким прагматичным и успешным, да? И твои собственные вот эти вспышки энтузиазма. Понимаешь? С кем ты встретишься, он тебе скажет вот, ну или она, да? Ну он, это я говорю тоже человек. Вот так тебе скажет вот, слушай, Тань, вот все возможно, да, если реально захотеть. Вложиться, не бояться провалов. И понимаешь, у этих людей, ну или человека, не будет вот этих розовых очков. Понимаешь? Потому что они до этого попрощались с теми же иллюзиями, мечтами, Извиняюсь. Самообманом, да? Ну, до того, как ты до этого, как говорится, дошла. И они набрались мудрости. Ну, чуть-чуть пораньше, чем ты, вот так скажем. И вот еще у тебя по этой карте могут быть такие события-пинки, понимаешь? Это, например, там недовольство текущими условиями жизни, да, ощущение, что, все тлен, потенциал зарыт. И вот эти пинки, они будут как будильник тебе. И будут тебе в уши кричать, да, там,
Хватит, пора браться за ум, строить фундамент, чего ты в болоте сидишь и так далее. И таким образом именно совмещение твоей внутренней усталости, да, от вот этого положения серого, так скажем, и появление человека, и плюс у тебя, как говорится, взрывы энтузиазма, и это будет новый ключик к новым рубежам. После пары жестких уроков. Понимаешь? Поэтому сразу жди, что жесткие уроки будут, потому что деда ты не слушаешь, на чужих ошибках ты сейчас не хочешь учиться, тебе интересно расклады смотреть про то, как он покакал сегодня. И, конечно же, таким людям приходят жесткие уроки. Но не может быть по-другому. Как говорится, кто-то придет, влепит леща, и тогда ты сидеть на месте уже не сможешь. Какое препятствие может затормозить твой рост, да, если не уделить ему внимания? Ну смотри, это чрезмерно осторожничать. Осторожность. Потому что ты буквально будешь бояться собственных идей, собственной смелости. Будет возникать такое ощущение, что «а вдруг у меня не получится, а вдруг я ошибку получу, а вдруг я силы свои переоценю». И вот это «а вдруг» — это твой, даже по сей момент, это твое главное вот это препятствие. Понимаешь? И, конечно же, ты можешь чуть схитрить, занизить требования к себе и заниматься самообманом. У меня просто в реальной жизни у меня новое слово появилось, да, и вы уже поняли, какой. Самообман у меня теперь самонаё. Извиняюсь, мне иногда вырывается, потому что я, как говорится, ушел в себя, вернусь не скоро, когда трактую. Вот. И у тебя будет самообман огромный. Да я не буду ничего менять, да? У меня уже и так все хорошо. И вот этот вот самообман, это будет твое замыкание на страхе перед неудачей. Потому что ты будешь сама себя обманывать. Нет, ты не будешь бояться идти вперед. Ты будешь обманывать саму себя. Будешь уговаривать. Это, знаешь, вот я не знаю, как сказать, но я тебе на примере объясню, давай. Вот смотри, когда люди бросают курить, вот один день без вот этой привычки, да, и потом через день ты начинаешь думать, ну, может, все-таки одну последнюю, а то одной последней не было. А может, лучше потом с понедельника, а может, с 1 числа. Вот видишь, это люди обманывают себя, оправдывая себя вот этими, как сказать, несуществующими выводами. Да, там, хочу с красивого числа. Я сколько раз так бросал курить. Ой, очень много. Но у меня потом включался, а давай с понедельника, а давай там с 1 числа, а давай я не буду резко, а то вдруг там чего-то в голове оторвется, да, и как говорится, нужно же постепенно, не просто взять и бросить, а там сначала там столько-то в день, потом уменьшать. И вот это вот начинается, вот это и есть самообман. И вот это может затормозить твой рост. Понимаешь? То есть ты будешь сама себя обманывать. Как будет выглядеть твой личный мир в тот период, да, через 5 лет? Ну, ты знаешь, ты через 5 лет, знаешь, вот удивишься, насколько упругим и надежным может быть твой вот этот жизненный фундамент. Ты к тому времени уже сумеешь выстроить что-то, вот что приносит тебе стабильную денежку, да?
найдешь мужчину, который вместе с тобой будет разделять медные трубы, водные глади и так далее. Огонь, воду и медные трубы. Вот, и отношения у тебя станут вот не просто как бы мы там ладим, да, как бы друг друга не бесим. Нет, они будут вот основой уверенности в завтрашнем дне, понимаешь? Где можно спокойно делать совместные там делишки какие-то, да, гулять, путешествия и так далее и тому подобное. Понимаешь? И мечты твои, они станут более глобальными, чем сейчас. У тебя сейчас мечта: эх, приготовил бы мне кто-нибудь чего-нибудь, да? Или там мечта у тебя, сейчас скажу, какая, подожди, а пришел бы в мою жизнь вот этот курьер бы, который сейчас ко мне пришел, сказал бы он, что там я люблю тебя, да? Ну, не курьер даже, а может там обычный простой человек, мимо проходящий, который тебе понравился. И вот у тебя вот такие сейчас мечты, а потом будут более глобальными. Например, захочешь купить дом, сменить страну, завести какое-то хобби уникальное, например, там пилотировать самолет. Понимаешь? То есть суть в том, что в тот период твой внутренний голос будет, знаешь, как говорить, вот все базовые потребности решены, теперь можно позволить себе роскошь, да, и по-настоящему мечтать. Понимаешь? И вот такие у тебя, как говорится, такой личный мир будет через 5 лет. Какой главный урок тебе предстоит усвоить, да, чтобы достичь вот этого наибольшего расцвета? А тут суть урока простая. Не прятаться за хитрые тактики, не пытаться обманывать себя, саботировать свои желания, саботировать все свои начинания, потому что ты тот человек, который пришел в проживание, попробовал на зубок шута, уговорила себя, это не мое, и ушла. Понимаешь? Это самосаботаж. И урок будет. Ты научишься быть прямолинейной в том, что ты хочешь, даже если тебе придется отстаивать свое направление перед самой собой. Вот так бы я сказал. Вот я напомню, что я говорил про курение сигарет, да? Вот примерно вот с этим. Сейчас ты не поняла вот этот урок. Но вот этот урок, он, раз сейчас не поняла, он в течение 5 лет придет с новой силой. И будет прям урок а-та-та. То есть, когда мы не понимаем урок какой-то жизненный, да, то жизнь нам опять подкидывает, но уже так, чтобы было понятно. Это вот, знаешь, как... я не знаю, как сейчас с современными детьми люди, как сказать, договариваются, да, но вот в мое как было время. Учи уроки, тебе один раз сказали, не понял один раз, на второй раз здравствуйте, ремень, да? Вот, потому что моя бабушка, она прям вот была такая вот, один раз сказала нормально, второго раза нормального не будет. Никогда будет или крапива, или палка, или ремень. И вот у тебя точно так же, но только это образный ремень будет. Потому что ты начала, ты бросила, ты ушла, якобы не поняла там, якобы стесняюсь деду в личку написать, да, чтобы он что-то объяснил, потому что, а чё я его буду отвлекать? Так я для этого. 25-й год мой, последний, как говорится, год. Поэтому мне не жалко вам объяснить что-то, разжевать что-то. Если в магическом чате стесняетесь говорить, я могу вас со всеми познакомить. Напишите мне в личку, скажите, я не знаю, как влиться. Да? Потому что там все новенькие. Там стареньких нет. Ну, старенькие по годам есть, да, но молоды душой. Но в чате в основном сейчас общаются
Те, кто вот-вот-вот пришли только, понимаешь? Поэтому напиши в личку. Иначе будет вот такой урок, да? Не понимаешь так, жизнь научит по-другому, но чтобы более внятно было. Поэтому вот так. И когда ты все поймешь вот это, рост он не замедлится. Ты удивишься, как вот люди видят твою там прямоту, твою вот эту порывность, нарочистость, как сказать-то. То, что они будут готовы тебе помогать, понимаешь? И вот этот урок о том, что лучше ошибиться вот в мелочи, да, чем замудрить, время потерять, стесняясь собственных желаний, да, и потом получить такой урок от жизни, что прям, как говорится, мама, не горюй. Поэтому это, знаешь, вот как я тебе расскажу про тебя опять. Ты уж прости, уже без карт. У тебя был мужик, он тебя бросил, ну там изменял, ты закрывала глаза и так далее. Урок ты не поняла, он ушел. Вернулся во второй раз, ты дала второй шанс, он тебя опять бросил. И вот это и есть. Так урок и будет, он туда-сюда бродить, да, или там уже следующий мужик на том же самом тебя бросил, изменив с подругой, и там третий мужик изменил там с подругой или там свою какую-то нашел. Ты урок не понимаешь, а значит, ты будешь на карусели урока кататься. Понимаешь? Потому что так устроена Вселенная. Не понимай, не хочешь, как говорится, уроки сейчас учить по-хорошему, то придет бабушка с ремнем. И тогда ты все равно будешь делать то же самое, но попа уже будет болеть. И самое главное, помни, что дед с ремнем всегда рядом.